Привет, мои дорогие котики! У нас сегодня с вами будет тема «Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время?» И мы с вами посмотрим на демоническом таро. И особенность этого расклада будет, что у нас здесь будет не 4 варианта, потому что 4 варианта — это когда мы выбираем уже мужчину из 4 картей, 4 мастей, да, 4 короля. А у нас будет 3 варианта. То есть один вариант, девочки, это будете вы. И перед вами будет как раз-таки 3 пути. Вы с одного пришли, и будет у нас налево, направо и вперед, да. То есть мы посмотрим вот по той дорожке, по которой вы сейчас идете, какого мужчину, либо каких мужчин вы встретите. Кого-то, может быть, уже ждет суперновая любовь, а кому-то придется поперебирать, девочки. Хотя это увлекательное занятие, поперебирать мужчин, пооценивать их. Ну что, давайте посмотрим, мои дорогие. Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время? Единственный такой момент. Вы когда выбираете, смотрите, этот расклад больше для свободных женщин, которые, в принципе, уже от своего вот этого вот бывшего какого-то, да, которые прошли через какие-то страдания, и когда у вас уже вырабатываются гормоны, связанные тем, что вот вы хотите влюбиться, да, то есть вы понимаете, что вы готовы влюбиться, девочки, то есть вы готовы увидеть мужчин. Если у вас еще сердечко не пережило расставание, вы находитесь в том периоде, когда у вас больки еще, да, сердечные идут, когда что, поле ваше цветущее выжжено, то обратите внимание, тот вариант, который вы выберете, он может быть, но не сбыться. У вас могут эти мужчины, которых я сейчас буду описывать, они могут просто у вас выпасть, понимаете? Потому что это как зерна, которые не приживутся. Поэтому здесь в этом раскладе 3 варианта, 3 дорожки: налево, вперед и направо, да, и вам будут встречаться эти мужчины. Нету такого, чтобы мужчины не встречались. Ну, я так думаю, тут по-любому будет, девочки, да. И я хочу, чтобы вы этих мужчин увидели, чтобы вы их раскрыли, чтобы у вас все сложилось. Я очень сильно вам желаю, чтобы у вас все получилось с вашим новым мужчиной, чтобы он был самый, девочки, лучший, чтобы он вам подходил. Ну, давайте посмотрим, через что нам придется пройти, через каких мужчин, с кем придется познакомиться, с кем не познакомиться. Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время? Первый, второй, третий путь. Выбирайте, мои дорогие, карту. Если по этому пути вы пойдете, кого вы найдете? Если вы по этому пути пойдете, кого вы найдете? И если вы пойдете по этому пути, кто здесь будет? Давайте посмотрим. Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время? Какие мужчины вам идут? Кто хочет с вами познакомиться? Кто хочет не на один раз, не на пару раз с вами, а кто хочет построить с вами серьезные отношения? И с кем вы захотите построить эти серьезные отношения? Давайте посмотрим. Первый, второй, третий вариант. Ну что, выбрали свой путь? И давайте посмотрим, кто же попадется на этом пути. Первый вариант. Так, колесо фортуны выпало. Так, девочки, я вам скажу одну вещь. На колесо фортуны это супер клевая карта. Это говорит о том, что вы выбрали правильный путь, вы идете по правильному пути. Если вам сейчас даже немножко тяжело, вы где-то там где-то зациклились, возможно, на каком-то мужчине из прошлого, да, и хотите узнать, будет ли он у вас в будущем, у вас, девочки, выпал старший кармический аркан колесо фортуны. Это двумя словами, тремя, да, все, что не делается, то делается, все делается к лучшему, к вашему лучшему, которое к вам идет. Насчет мужчин, девочки, тут есть одно «ню», да, одно «но». И это одно «но» заключается в том, что вот прям у вас какой-то мужчина, который в вашем окружении, да, он как колеса, палки в колеса ставит. И он вот когда чувствует, вот даже не сколько вы чувствуете это приближение нового мужчины, как ваш какой-то бывший, либо мужчина с вашего окружения, который, в принципе, как-то мешает вам строить отношения, да, он чувствует приближение этого мужчины нового и пытается вас оттягивать все время либо на пару шагов назад, либо скрыть вас, либо занять ваше время собой, колупать вам мозги, да. То есть вот в
это время, девочки, очень важно, чтобы вы смотрели даже не сколько на то, что вы чувствуете приближение нового хорошего мужчины, сколько реакция этих мужчин рядом с вами, либо вашего бывшего, либо вот брат, может быть, либо еще кто-то, кто очень сильно лезет, да, вот в вашу жизнь. Вот того мужчину будет калашматить чисто интуитивно от того, что он будет чувствовать, что вас здесь кто-то хочет забрать. Понимаете? Очень сильно будет негативить мужское ваше окружение, которое является токсичным и абьюзивным. Да? Кого-то будет калашматить. То есть ваш бывший может тут всплывать. Причем вы можете где-то даже случайно в парке его встречать, либо это будут прям какие-то сообщения вам в соцсетях, либо, девочки, да, он настолько сильно может думать о вас, там что-то делать, что он будет вам сниться, да, и у вас, возможно, такая вот сумятица какая-то в душе наступать именно прям очень близко, вот за пару часов, да, до того, как у вас будет, вам дан судьбой, да, будет вам встречаться какой-то классный мужик. Причем этот классный мужик будет прям, это вы, например, едете в общественном транспорте, в такси, там, я не знаю, где-нибудь на дороге, и вот как только вы повернете взгляд, и вы увидите такого вот в своем вкусе мужчину классного, он посмотрит на вас, да, и очень важно, чтобы у вас в мыслях не было вот этого вот бывшего, из-за которого вы опустите глаза и не улыбнетесь этому мужчине. То же самое это касается сайтов знакомств, да. Как только вот вам написал мужчина, и все зависит от того настроения, в котором вы находитесь. Вот если вы будете вспоминать бывшего, да, и вы вот этого мужчину своего просто тупо можете не заметить, да. То есть зайти на сайт знакомств, ай, все говно тут, все говно. Именно в том состоянии, когда вы будете как-то думать о том, что все мужики козлы, что мой бывший козел, либо вас будут отвлекать. Вот заметьте, будете сидеть на сайте знакомств, кто-то позвонит из мужиков, да. Вот просто возьмите себе на заметочку, что надо вернуться хотя бы на час назад, да, отмотать эти сообщения какие-то и кому-то просто написать те слова, которые вы бы не написали, да. То есть тут как такая вот игра у вас будет, что кто-то вас будет отвлекать от того мужчины, действительно того мужчины, который бы в вашу жизнь очень сильно зашел бы, понимаете? Есть тут такой один момент. Тут в колесе фортуны это 10-й старший аркан, да? Что такое 10? Это 1 и 0. То есть маг и дурак, девочки. Маг и дурак. Первый старший аркан и нулевой старший аркан. И вот дело в том, что колесо фортуны это по факту удача, да, то есть стечение каких-то обстоятельств, которые повлияют на вас, где вы поймете, да, или не поймете, девочки, упустите этот шанс или не упустите, вам выпадает шанс, да, и в этом шансе вам будет мешать этот дурак, нулевой старший аркан. Понимаете? Отводить от вас удачу будет какой-то мужик от вашего... И тут зависит, если вы очень сильная, девочки, вот эта удача, колесо фортуны будет с вами, да, то есть вы даже можете посмотреть, если, в принципе, даже какой-то мужчина мешает вам как-то вот так вот, да, вашей удачи, там, дергает вас за локоть, за руку, да, оттаскивает от чего-то, то и вы поведетесь, значит, вот эта вот удача, она будет шанс ждать следующего момента, когда наступить будет, когда ему наступить. Или, девочки, если вы вот прямо сейчас, хочу многих из вас обнадежить, поэтому, девочки, вариант это говорит о том, что вот-вот начнутся новые отношения, понимаете, вот они. Прямо здесь и сейчас. Но есть такой вот момент, что неудачу вам приносит мужик, который где-то рядом будет вас оттаскивать. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на всех вот этих мужиков, которые там бывшие, это могут быть какие-то даже родные, это могут быть соседи, все остальное, которые вот тебе позвонят, и ты к нему, в принципе, ничего такого не испытываешь, либо испытываешь негатив. И вот здесь будет отправленная точка, вам очень будет легко обнаружить того человека, который... да, предназначен для вас, мои дорогие. Вот это такая вот карта колесо фортуны. Давайте еще посмотрим. Новый мужчина на пороге.
Туз жезлов. Новый мужчина на пороге. Умеренность. Солнце. Прям тут брак, девочки, идет. Здесь мужчина-муж идет. Здесь мужчина-муж. Причем это тот, который вытянет вас с чего-то. Он как трамплин в какую-то новую жизнь. Либо это, если вы нуждаетесь, например, да, здесь и сейчас, это материальная поддержка. Либо это духовная очень сильная поддержка. Либо это даже какие-то путешествия совместные, да. Это мужчина, который меняет. Из карты смерти, с 13-го старшего аркана, он приводит вас в 14-й старший аркан умеренности. То есть он меняет вашу жизнь. И причем по 19-му старшему аркану видно, что он вытягивает вас в солнце. Понимаете? Он вытягивает вас из отношений каких-то, из какой-то зацикленности. Ну или у кого-то такое, все мужики козлы. У кого-то может быть, что вот просто не хочу мужиков, потому что... Я не хочу быть одна, но вот это вот тянется, что бывший какой-то. Что-то он, девочки, искоренит. У вас есть какая-то такая, знаете, точка с запятой. Какая-то психологическая есть у вас проблема внутри вас, которая даже, знаете, многих мужчин отпугивает. Из-за этого, возможно, вы не можете влюбиться, да. Или вот что-то вот гештальт какой-то держит вас, гештальт, что-то в вас, что... Часто очень психологи говорят, вот, все проблемы с детства там, или вот как мы относимся к мужикам, это все идет от того, как к нам относился отец. Ну, типа из таких вот описаний, да, и у вас есть вот это какая-то зазноба, вот это вот какая-то запятая, которая не дает сделать это новое предложение. И вроде бы точка с запятой, и ее тяжеловато найти, она, как, знаете, как мыло с руки выскользает, да, потому что вроде бы и точка есть, но есть это и запятая, а это уже такой вот отдельный знак препинания, и где наслаиваются ваши прошлые отношения, чаяния, ожидания, надежды, на нового мужчину они переносятся, и вы, получается, его, этого мужчину, опять на нем ставите точку, на бывшем ставите запятую, и все, вот как в предложениях, да, что такое точка с запятой? Точка сверху, запятая снизу, да, в русском языке. То есть это одно и то же предложение. То есть оно сложно сочиненное, сложно подчиненное, или как там называется, да. То есть это какое-то нескончаемое предложение, где бывший и какой-то мужчина влияет на вашу дальнейшую жизнь. И невозможно с нуля построить новые отношения. И вам идет, девочки, вам дан этот мужчина, который вытягивает вас из, я извиняюсь, там, с говнища какого-то, да, вытягивает вас на новый уровень, и он есть. И когда он появляется, это триггер для того мужика, который находится рядом с вами. Вы можете увидеть, что появляется этот гадский бывший, да, именно тогда, когда у вас новые отношения начинаются. Или появляется какой-то мужчина, который «мне это надо, мне то». И вот такое ощущение, что все не совпадает, понимаете? Тут обычно вот по такому раскладу, что я бы могла сказать, да, если бы я сидела бы напротив вас, да, то я бы сказала, вас только делила, грубо говоря, на две категории. Одна, которая сама справится с этим всем, со всем этим, и у нее будет это колесо фортуны, ей просто надо показать этого, да, мужчина рядом, да, все у тебя будет хорошо, и ты сейчас будешь в новых отношениях с мужчиной, который вытянет тебя на новый уровень. Или когда у человека, у девушки слабая энергетика, да, то я бы, например, здесь еще дополнительно делала расклад на бывшего, да, или на отца, или там еще на брата какого-то, или на сожителя какого-то, да, который мешает войти в эту новую жизнь. Вы прямо на пороге. И вот этот расклад именно для вас, девочки. Новый мужчина на пороге. Вы на пороге новой жизни. Новой жизни. Не просрите ее, понимаете? Войдите, не бойтесь. Ставьте точку, жирную точку, да, жирную точку, и не позволяйте вот этим мужикам, которые где-то изменили ход событий ваших, вы можете вернуться назад, да, и написать тем мужчинам, которые как раз таки
в тот же момент появляется, когда появляется ваш бывший какой-нибудь. Или мужчина, который как-то на вас влияет. Причем это даже может быть какой-то коллега на работе, который говорит: Люся, задержись сегодня на работе. Девочки, сказал вам мужик, который влияет как бы на ход ваших событий, да? Хоба, и вы сразу смотрите, кто вам написал. Может, мы с тобой, Люсь, встретимся сегодня? Ты говоришь: ай, я не могу, я задерживаюсь на работе. Все, и вы просираете этого мужчину, понимаете? Вот такой, девочки, расклад здесь. Очень тут раз, два, три старших аркана. И причем возле них этот якорь, туз жезлов, да? Это, как, знаете, веревка с камнем. И вам ее привязывает какой-то мужик, понимаете, из вашего окружения. Так что вот такой вот, девочки, расклад. У вас рядом мужчина, который может перевернуть вашу жизнь совсем в другую сторону. И вы вообще так не жили. Я не говорю, что прям пипец как лучше вы будете жить, да? Но это как какая-то другая параллельная реальность, какая-то параллельная жизнь, где нету того, что у вас было. Понимаете? Если вы, например, жили с бабником или изменщиком каким-то, да, то это совершенно нормальный, адекватный мужчина, который не изменяет. Или вот вы то, что вот вы пережили, вот этот гештальт, какой, как вас выдрессировали какой-то негатив к мужчинам, то вот это как раз такой мужчина, который даже не знает, что это такое. Девочки, тут очень сильный кармический мужик рядом с вами. Но дело в том, что его, получается, как солнечное затмение, да, смотришь, вроде бы солнце светит, да, но надо взять темное-темное стеклышко, чтобы его увидеть. А вот это вот темное стеклышко, это как раз-таки уборка. Уборка вот этих мужиков, которые влияют на ваше время. Но фишка в том, что при этом колесе фортуны, да, при этой карте, вы как раз-таки не то, что я не успела на электричку. Нет, девочки, а как раз-таки вы можете даже вот написать этим мужчинам, которых вы как будто бы не заметили в какой-то определенный момент, и вы думаете, что вы ему больше не нужны. Пишите. Пишите, девочки, всем. Каждый день вот пишите тем мужчинам, даже которые когда-то у вас были, но с которыми ничего не сложилось, с которыми вы там не спали, с которыми не было у вас отношений из-за какого-то мужика. Вот, девочки, где у вас изюм весь. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант давайте посмотрим. Новый мужчина на пороге. Девочки, новый мужчина на пороге. Туз кубков у вас выпадает. У вас прям новый мужчина на пороге. У вас любовь, влюбленность. У вас повышение всех этих гормонов. Дофамина, окситоцина, девочки, идет здесь. У вас здесь входит в вашу жизнь любовь. Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время? Все, девочки, любовь выпадает. А десятка мечей — это что? С кем это связано? Кто-то из вас расстается, заканчивает отношения. Либо это новый мужчина. Смотрите, вы встретите нового мужчину, когда он вышел с каких-то очень сильно болезненных отношений. Либо это вы. Много слез выпадает. Развод — это какой-то такой, да, жопошный вообще совершенно уродский развод, да. Либо это он, либо это вы. И создание новой пары идет. Да. И создание новой пары по любви, девочки. И это брак, как говорится, на небесах. Это 17-й старший аркан звезды. Одни кубки со звездой. Да? Вас ведет путеводная звезда. У вас, девочки, выпадает любовь. Любовь выпадает. Но она омрачена вот этой десяткой мечей. Это десятка мечей из прошлого. То есть, если вы лили слезки, если очень тяжелое расставание было вот с последним вашим партнером, да, то значит это вы. Либо это, девочки, мужчина разведенный, переживший, чувствительный, для которого развод истощил, который просто, знаете, чуть не сдох в этом каком-то своем браке. То есть там болезненно, у кого-то из вас до этого было болезненное расставание. Со слезами и со всеми остальными такими неприятными последствиями. А с вами идет любовь, девочки. И знаете, очень красивая любовь. Очень
красивые кубки выпали, да. Это люди, которые друг другу, ну, да как две кошечки, котик и кошечка, да, друг другу ушки лижут, да, такие вот прям два прекрасных котика выпало. Пара, девочки. Давайте посмотрим, да. И он вам будет очень внешне нравиться, вы ему будете внешне нравиться. И душевно вы будете... Вот такие голубочки. Вот если можно, тут 2 лебедя, 2 голубка, 2 котика. Такая вот лев и львица, девочки. Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время? Луна, тройка пентаклей. Как он будет выглядеть у вас? Это, скорее всего, он, девочки, пережил глубокое расставание. Обратите внимание на мужчину с раненой душой. То есть он к вам придет с раненой душой и, скорее всего, вот за любовью, да. С него столько выпили крови, а вы как тот донор, который его поддержит. У вас отношения начнутся с поддержки. То есть вам надо мужчину, девочки, поддержать. И он прям расправит крылья и поддержать духовно, да, то есть тут не говорится о том, чтобы поддерживать материально, девочки. Вот как будто вы скажете какие-то очень добрые слова кому-то, да, и мужик просто расцветет. Вы даже знаете, что можете сделать? Если вы садитесь на сайты знакомств, садитесь в контакты, в Одноклассники, в Инстаграмы, девочки, да, люди везде хотят познакомиться. Ставьте лайки, не бойтесь комментировать. Этого зла, этого говна хватает в жизни вокруг, да. А мужчины тоже нуждаются в понимании, в заботе, в уходе за сердцем, понимаете? И тут какие-то ваши слова, что да не переживай, все будет хорошо, или я тебя там понимаю. Ну, короче, вы, девочки, очень что-то по-доброму скажете, и человек расправит крылья. И вот он за это будет вам настолько сильно благодарен, да, он прям будет влюбляться. Не из-за того, что вы такая добрая мать Тереза, а из-за того, что вы его понимаете. Тут, блин, любовь любовная идет. И это, скорее всего, он все-таки что-то пережил, потому что мечи у него такие идут. Это прям красивая история из таких, знаете, стихов, что девочки читают и на Ютубе, там, и в ТикТоках всяких. И тут сердце за сердце зацепится. Сердце за сердце. А он сейчас в каком-то таком, знаете, в мрачном состоянии, в каком-то таком. Звезда и луна. А знаете, как, может, кто-то смотрел фильм «Игры престолов», да, по-моему, он так назывался. Там отношения начались у этой блондинки, не помню, как ее зовут, королева, да, и она все время своему мужу говорила, там, предводителю племени, ты моя луна и звезды, что-то такое, да? Ну, очень красивые слова. И у вас, девочки, луна и звезда выпала, да? Это, то есть, тот мужчина, что вы ночью не солнце и луна, да, которые не встречаются, грубо говоря, а звезда и луна. И на вас смотришь, как на красивую пару. Очень красивая пара, такая душевная выпадает. В ближайшее время, это, девочки, ближайшие 3 месяца, это по-любому. И причем на ваши и этот мужчина срабатывает на эти ваши добрые слова. Вот вы такая добрая, да, вы поддерживаете, милосердная, вы хорошая. И для него это будет такой вот, он поднимет вот этот ваш мужчина, ваш раненый мужчина, ваш мужчина, который вам предназначен. И он из-за своих слезок, из-за упавших век опухших, да, он не смотрит на женщин. Но благодаря вот этим вашим словам, вот этому прекрасному пению, да, он поднимет на вас глаза и поймет, что все говно в его жизни было до вас, девочки. В путь, в добрый путь. У вас все будет хорошо, у вас настоящая красивая любовь. Я бы даже сказала, она и должна такой быть на самом деле. Вот такие вот дела, мои дорогие. Третий вариант. Давайте посмотрим. Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время? Боже ты мой, девочки, выпал повешенный. Я вам скажу, что ко многим, у многих будет, если вы в стадии выяснения отношений со своими бывшими, это будет то, что вы еще
с бывшим будете заканчивать отношения, да. То есть вот эти вот новые парни могут быть и совсем и не ваши новые мужчины. Потому что вы все время, ну, как бы вы еще не вышли. Если вы еще звоните, пишете, общаетесь, спите со своими бывшими, да, то это к добру не приведет. Вот этот повешенный — это зацикленность, девочки. Кто-то повешенного делает, либо с вас, ваш бывший делает из вас повешенную. Понимаете? Если вы с ним общаетесь. Потому, если вы вот сами закончите эти отношения, вы выживете, вы перевернетесь с повешенного вот в живого человека, понимаете? Дальше, девочки, будьте осторожны, потому что сейчас очень для тех, кто свободен. Это, девочки, может быть мужчина, который находится под лярвой. Это алкоголик, тунеядец, азартный игрок, и наркоман или еще какая-нибудь фигня, да. То есть будьте осторожны, вам подходит какая-нибудь гадость такая. Дальше. Тоже будьте осторожны, что даже если вы сильная, может повстречаться на улице мужчина такой, который захочет вас взять. Понимаете? Тот, который приемлет насилие. То есть, девочки, сейчас что делаем? Заканчиваем всякие вонючие свои отношения с бывшими, которые просто, понимаете, с вас выжили уже все, что можно. Никаких алкоголиков, никаких наркоманов, азартных игроков, любителей дунуть и всего остального. Какой бы он красивый не был. Как бы вам не хотелось одеть эти розовые очки, девочки, вы так прицепите к себе лярву на пару лет. Выбейтесь из жизни, да, и ничего хорошего. И будьте осторожны на улице, да, потому что на улице к вам может пристать такой мужичинка, мужичошка, самец, да, который захочет над вами какое-то сделать насилие. То есть у вас прямо сейчас вот прям долбится вот какое-то говно в вашу жизнь. Вот реально. И 12-й аркан — это повешенный, и это карта наказания, да. То есть девушка с закрытыми глазами, которая слепа, и которая не восстановившаяся, которая не сильная, девочки. Будьте осторожны, потому что вот гадость какая-то лезет. Новый мужчина на пороге. Кого ждать в ближайшее время? О, наказание и верховный жрец. О, девочки, а это вот, я теперь поняла, вот это у вас проверочка идет. Проверочка на вшивость, мои дорогие, у вас идет. И не зря этот повешенный с верховным жрецом потом выпал, да? Вот это вот прелюдия. Повешенный — это прелюдия к верховному жрецу. Вас, как высшие силы, проверяют на какой-то бумеранг. На какой-то бумеранг, девочки. Тут повешенный, мне не хочется говорить, конечно, такое, да, но есть такой момент. Кто-то из вас в прошлом был грешен, кто-то, возможно, хотел чего-то чужого. Кто-то из вас, например, там вот что-то... Девочки, вот посмотрите, да, что вы делали в эту весну, что вы делали этим летом. Где-то было такое неправильное поведение с каким-то определенным мужчиной. И где это было, в принципе, с каким-то злорадством, злом, возможно, с ревностью, на зло, на гадость, да, или я лучше, чем другая, возможно. И дело в том, что вот это было что-то неправильное, да. Мы все живем иногда правильно, иногда неправильно, да, и у вас это вот сейчас какой-то мужик выпадает как бумерангом, да, то есть вам это дано перед верховным жрецом. Верховный жрец — это тот, который судит о людях, да, это как, грубо говоря, как священнослужитель. Верховный жрец, он и есть священнослужитель, то есть он взвешивает ваше добро и ваше зло. И вам сейчас подкинут этот отравленный кусок мяса, да, и из-за того, что кто-то, вот кто из вас неправильно где-то себя вел, и вы понимаете, что это неправильно, нафиг это нужно было, и все остальное, где-то какой-то грех, девочки, здесь, да. И вот из-за вот этого греха вы можете наткнуться на мужчину, и на 3 года, на 5 лет вы можете впасть в отношения с абьюзером, с гадским мужиком, понимаете, с тварью, и с которым пережить вот то,
возможно, кто-то вам пожелал там зла. Там, да ладно, типа не то, что зла пожелала, а именно так вот, знаете, когда вот, да чтоб тебе там плохо было, да чтоб тебе вернулось все, что ты мне сделала. Там, ну, кто-то мог вам такого плохого пожелать от всей души, да, и его услышали. А понимая то, что и вам нужен вот этот хороший мужик в этой жизни, да, вам высшие силы подкидывают сначала какую-то отработку. Поэтому я здесь по вот этому, девочки, вашему третьему варианту скажу. Первое, вам будет подкинут какой-то плохой мужик. Это будет, возможно, какой-то предатель, это изменщик, бабник, это мужчина с таким вот грехом, который как-то вот связан даже с вами. Это может быть или алкаш, или это может быть там наркоман какой-то, или еще что-то. Вот, или сидевший вот такой, знаете, морда такая, обманщик какой-то, мошенник, говно какое-то. Но он просто такой вот явный-явный, да. И вам надо просто сказать нет. Нет, отвали. Причем, знаете, они же не появляются во всей своей некрасоте, да. Я алкаш, и вам будет легко сделать, я с алкашами не буду. И типа вы отработали. Нет, девочки, он вам будет очень жутко нравиться. Вам будет очень хотеться с ним семьи, с бабником. Или вам будет хотеться ребенка от наркомана. Или вам будет хотеться вот чего-то очень такого искреннего, хорошего, да, прекрасного, свою мечту будет хотеться с каким-то сраным, вонючим, ненужным вам мужиком. Это как какая-то обратка, какая-то проверка, мои дорогие. После этого, вот, кстати, смотрите, верховные жрецы, это, как говорится, как голуби или там воробьи к перемене погоды, да. И верховный жрец у вас выпадает на перемене погоды. Вот, например, если у вас сейчас жара, он появится на дождь. У вас на холод какой-то, да, то есть перемена погоды идет. Либо это, девочки, сентябрь какой-то, да. Ну, короче, это вот связано, он появится именно тогда, когда поменяется погода. Жарко, холодно, вот тогда он приходит, девочки. Но вас еще проверят. И знаете, в чем прикол? Вот этот вот мужчина, девочки, будет знать об этом мужике. Он будет знать. Либо вы ему как-то расскажете, и он, знаете, будет даже как-то вас судить, мои дорогие. Мне такое ощущение, что вот этот верховный жрец будет скорпионистого склада. Это будет как скорпион мужчина. Возможно, даже по знаку зодиака вот прям скорпион. И смотрите, любовная любовь, с ним 8 жезлов. Он, девочки, не бедный, богатый. Этот мужчина, вот верховный жрец, да, он в расцвете сил. И он такой статусный, все у него нормально, все хорошо. Но фишка в том, что если вы возьмете этого и тут опять напортачите, да, к вам придет этот верховный жрец, и он вас осудит. И будет любовная любовь, но он вас осудит и возможно, знаете, будет где-то рядом, но не с вами. Женатик, может быть. Понимаете? 2 кармические их карты. Вы можете быть не с тем, а тот, который вам будет, явится этот верховный жрец, в виде того, кто никогда не будет принадлежать вам. Либо вас как-то осудит, все остальное. Поэтому смотрите, никакого говна в своей жизни сейчас не допускайте. Вот в ближайшие 2 месяца, девочки, да. Почему я говорю 2 месяца? Вообще такой вот расклад до 21 сентября, я бы даже сказала так, да, связано с этими определенными праздниками плодородия. И у вас как раз-таки вот на этом зависть какая-то идет. Надо что-то такое искупить. Правильно жить, девочки, вот сейчас надо. Я бы не желала вам кутежей каких-то сейчас, да, как вот блядство даже, после расставания каких-то еще остальное. Нет, вот прям как правильно надо жить, и вот тогда сразу проявится к вам этот верховный жрец. А да, если вы неправильно будете жить, этот верховный жрец все равно придет к вам, этот мужчина, который вам дан, понимаете, сейчас, но придет в каком-то таком виде, что он вам не достанется, понимаете? Давайте посмотрим, новый мужчина на пороге, кого ждать.
А знаете, почему вас проверяют, мои дорогие? Знаете, почему высшие силы вот такую вот какую-то гадость вам дают? Гадость. Потому что вы выпали королевой Пентаклей. Это карта ведьмы, ведьмовская карта. Это, ну, ведьмовская проработка, девочки. Я через это тоже проходила, и все ведьмы всегда помнят, как к ним какие-нибудь лярвы цеплялись, да. Кто вспомнит, какая вы проходили через это, пишите, девочки, в комментариях. Когда какую-то лярву мы прорабатывали. Или еще даже брали в мужья лярву какую-нибудь, да. Все, мои дорогие, желаю вам счастья, пусть у вас все хорошее сбудется, пусть сбывается именно то, что вы хотите, пусть с вами будет именно тот, никого вы заслуживаете, да, а лучше в 1000 раз. Все, мои дорогие, пока-пока.